Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 25 февраля. Поехали! Сильный ветер обрушился на несколько городов в Турции. Наиболее пострадавшими от буйства стихии оказались Хатай и Османия. 2 человека погибли после обрушения крыши из-за ураганного ветра в провинции Дёртил. Отмечается, что сильный юго-западный ветер фиксируется в большей части Турции. Максимальные порывы ветра, которые были зафиксированы сегодня утром, составили 28 метров в секунду. Во многих провинциях ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. Главное управление метеорологии Турции выпустило оранжевое предупреждение для 17 провинций, где ожидается сильный ветер. Уже отмечены поваленные десятки деревьев, сорванных крыш со зданий, поваленные столбы линий электропередачи. Власти уже занимаются ликвидацией последствий после буйства стихии. Часть районов остаются без электроснабжения. Несколько регионов Квинсленда в Австралии оказались под водой после бурной ночи с проливными дождями и грозами. Как и прогнозировали метеорологи, ливневые осадки не покидают регион. В настоящее время от Бандеберга до северного Золотого берега действует предупреждение о суровой погоде из-за внезапных наводнений. По сообщениям местных СМИ, за 24 часа выпало 300 мм осадков. Бюро метеорологии выпустило предупреждение красного уровня погодной опасности и предупреждает, что на ближайшие 24 часа ожидается не менее 200 мм осадков. Из пострадавших районов производится эвакуация населения, причем некоторые из жителей уже ожидают спасателей на крышах своих домов. Уровень паводка варьируется от 30 см до 1,5 метра. Власти австралийского штата Квинсленда призывают автомобилистов не пользоваться автомагистралями. Отмечается, что пожарные и аварийные службы Квинсленда за последние 24 часа приняли участие в более чем 30 спасательных операциях. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории индонезийского острова Суматра. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 12 километров к северо-востоку от западного Пасамана, на глубине 10 километров. Подземный толчок также ощущался в близлежащих населенных пунктах. Буквально через несколько минут был зафиксирован афтершок с магнитудой 5,2 и 7 афтершоков с наибольшей магнитудой 3,9. Сообщается, что землетрясение было такой силы, что толчки ощущались в столице страны Джакарте, где некоторые жители в панике начали покидать дома. По предварительным данным, пострадало более 150 домов, некоторые были полностью разрушены. На данный момент спасательными и пожарными бригадами проводится подомовый обход. Оказывается необходимая помощь населению. В результате этого события погибло 4 человека. Более 20 жителей получили травмы различной степени тяжести. Сильные осадки, которые наблюдаются уже около 5 дней в селе Дигерминьяны в районе Мраморного моря, не прошли бесследно. Произошел сход оползня, в результате которого пострадало 17 домов, они находятся в непосредственной близости. Жители испытывают беспокойство из-за непрекращающихся дождей, которые могут и дальше спровоцировать движение грунта. Въезды и выезды в микрорайон были закрыты из-за обвалов домов, садов и дорог. В ходе проверок, проведенных группами, было установлено, что 17 домов находятся под угрозой обрушения. Во избежание несчастных случаев горожан эвакуировали из домов. В районе оползня, где продолжались дожди, местами происходили обвалы и глубокие трещины. На кладбище происходили сдвиги, в результате чего несколько захоронений оголились. Ведутся работы по укреплению почвы. Ледяной шторм обрушился на центральную часть США. Рекордный холод охватил восточную часть Соединенных Штатов Америки, а ледяной шторм, прокатившись по центральным штатам, обрушился на Атлантическое побережье страны. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что ледяная буря накрыла Миссури, Арканзас, Южный Иллинойс, Индиану и Огайо. В некоторых местах толщина ледяной корки на дорогах достигает почти 3 сантиметров. Уже известно об одном погибшем в дорожно-транспортном происшествии, вызванном обледенением. В общем, по штату Арканзас за 6 часов произошло более 250 ДТП. Не обошлось и без пострадавших. 12 человек получили травмы средней степени тяжести. Им уже была оказана медицинская помощь. От тяжести льда происходят обрывы линий электропередачи, что приводит к отключениям электричества во многих районах.
Аргентинские пожарные продолжают бороться с разрушительными лесными пожарами в районе Корриентес, которые уже сожгли более 900 тысяч гектаров земли. Как сообщают местные СМИ, в 2 из 6 основных возгораниях, которые буйствуют в регионе, удалось добиться 30% локализации огня. Провинция Корриентес переживает страшнейшую катастрофу, вызванную этими пожарами. Лесные пожары сожгли сельскохозяйственные угодья и водно-болотные угодья, убив коров, лошадей, обезьян, оленей, аллигаторов и птиц. Огонь достиг национального парка Ибера, одного из крупнейших в мире пресноводных болот. Власти отмечают, что кроме поджогов, основной причиной лесных пожаров стало сочетание глобального изменения климата, длительной засухи и расчистки земель под рисовые поля и животноводство. После обеда пошел дождь в нескольких районах провинции. Посмотрите, как этому событию радуются пожарные. Ураганный ветер обрушился на некоторые районы города Йоханнесбург в Южной Африке. В пригороде зафиксирован сильнейший ветер с порывами 28 метров в секунду, который стал причиной сорванных крыш с домов, поваленных деревьев. Кроме того, сильнейший ветер в пригороде Йоханнесбурга разрушил около 1000 домов. Спасатели организовали укрытия для пострадавших. Такие погодные условия довольно редки для Южной Африки в это время года. Обычно сильный ветер на южном побережье Африки дует с начала осени по середину весны. Местные жители дали ему название Кейп-Доктор из-за поверья, что он очищает город от загрязнений и инфекций. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений после буйства стихии. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. За сутки на Земле произошло 143 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,2. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Итаа – первый ресторан под водой на Мальдивах и во всем мире. Он был открыт в 2005 году у острова Рангали. На языке дивехи Итаа означает «жемчужина», и она прячется в океане на глубине 5 метров. Купол ресторана сконструирован из акрилового стекла в виде огромной прозрачной капсулы, внутри которой располагаются столики на 14 гостей. Зал ресторана окружает природный необыкновенный аквариум. Стоит ли говорить, что во время ужина мимо вас будут проплывать обитатели Индийского океана? На ночь подводный ресторан может трансформироваться в роскошный романтический номер. Это самый просторный в мире подводный ресторан с куполом из цельного стекла. Одновременно здесь могут пообедать или поужинать 10 пар посетителей. Потрясающая панорама за столиками, развернутыми к прозрачным стенам, позволяет сполна наслаждаться морским окружением. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.